Артур Кларк написал продолжение к 201 «Космическая Одиссея». Оно называется «2010. Одиссея 2». В конце этой книги инопланетный разум превращает Юпитер в звезду. Когда группа астронавтов едва избегает разрушения от его имплозии, они получают сообщение от пришельцев. Все эти миры ваши, за исключением Европы. Не высаживайтесь там. Это было всего лишь роман, но он намекал на то, что уже в 1982 году мы подозревали, что Европа может стать нашим лучшим шансом найти инопланетную жизнь в Солнечной системе. Спустя 42 года, в октябре 2024 года, НАСА фактически запускает самую передовую миссию по поиску признаков жизни извне. И это будет спутник Юпитера – Европа. Есть только одна проблема. Юпитер убивает все вокруг себя. Как же там может существовать жизнь? И как создать зонд, способный выдержать опасные условия? В глубине Юпитера давление настолько велико, что предполагается, что водород принимает форму металлической жидкости. Эта металлическая жидкая водородная оболочка порождает очень мощное магнитное поле, почти в 20 тысяч раз сильнее земного, если измерять на одинаковом расстоянии. Если бы мы могли увидеть это магнитное поле с Земли, оно выглядело бы в 2 раза больше полного месяца. Само по себе это магнитное поле безопасно, но прямо в центре находится самый вулканически активный мир Солнечной системы – спутник Юпитера – Ио. Вулканические извержения на поверхности Ио выбрасывают тонны диоксида серы, и каждую секунду 1 тонна от этого вещества ионизируется и захватывается магнитным полем Юпитера. Это поле ускоряет частицы до невероятной скорости – более 300 км в секунду. Их инертность фактически тянет магнитное поле, растягивая его. Эти частицы сталкиваются с другими спутниками, выбрасывая еще больше частиц с их поверхностей. Такой цикл создает огромные радиационные пояса, которые охватывают почти всю поверхность Европы и других спутников Юпитера. Для электроники это сильная радиация, словно криптонит. В 1970-х годах миссии «Пионер-10» и «Вояджер» лишь кратко проходили мимо Юпитера, и радиация вызывала сбои, приводила к ложным командам и повреждению данных. Даже при современной защите космический аппарат, оказавшись в радиационных поясах, проживет около 3 месяцев. Поэтому как же тогда новая миссия НАСА «Европа-Клиппер» сможет находиться на орбите Европы более 4 лет не пострадав? Ответ в том, что он этого не сделает. Он будет находиться на орбите Юпитера на расстоянии, и каждые несколько недель совершать быстрый пролет мимо Европы, после чего удаляться. Пока он собирает много данных, он сможет использовать время, пока находится далеко, для их передачи на Землю, прежде чем вновь совершить пролет. В общей сложности он сделает 49 пролетов, картируя почти всю поверхность. Название «Клиппер» связано с быстрыми и ловкими парусниками XIX века, которые быстро заходили и выходили из портов. Но почему именно Европа, место поиска жизни в Солнечной системе? Если бы вы оказались на поверхности Европы, то за один день получили бы дозу радиации в 5400 миллизиверт, в 1800 раз больше, чем годовая доза на Земле. Остаться там на несколько часов значит умереть от радиационной болезни. Но Европа хранит секрет. Когда Voyager-1 прошел мимо Юпитера в 1979 году, он сделал это фото Европы. Сравнивая его с другими спутниками, вы заметите-то, что на Европе практически нет кратеров. За миллиарды лет все планеты и спутники подвергались бомбардировке астероидами, и на большинстве поверхностей это видно. Но на Европе нет. Почему?
Значит, за последние примерно 60 миллионов лет на ней происходили какие-то процессы, стиравшие большинство кратеров. Через 16 лет после Voyager к Юпитеру прибыл Галилео, который провел 8 лет, изучая газового гиганта и его спутники. Магнитометр Галилео зафиксировал интересные явления. Магнитные полюса Юпитера, как и у Земли, не совпадают с географическими. В результате, когда планета вращается каждые 10 часов, магнитное поле колеблется. Это изменение индуцирует магнитное поле на Европе, причем достаточно сильное. Значит, внутри Европы должна находиться электропроводящий слой, реагирующий на магнитное поле Юпитера. Измерения с Галилео показывают, что этот слой, вероятно, находится недалеко от поверхности, всего в нескольких десятках километров. Что это за слой? Поверхность Европы почти полностью покрыта толстым слоем водяного льда. В ряде областей, окрашенных в красновато-коричневый цвет, спектрометр показывает, что там могут находиться гидратированные соли, серная кислота или даже бактерии. Требуются дополнительные данные, но эксперименты в JPL показали, что морская соль при сильном радиационном воздействии меняет цвет с белого на коричневый, похожий на цвет Европы. Это предполагает, что внутри Европы есть огромный соленый океан глубиной до 100 километров, вдвое больше всего воды на Земле, и он, вероятно, обеспечивает постоянную геологическую активность, которая сглаживает и обновляет поверхность спутника. Почему Европа не полностью замерзла? Ведь система Юпитера получает всего около 4% солнечного света, который достигает Земли. Поэтому поверхность постоянно находится ниже минус 160 градусов Цельсия. И кажется, что океан должен быть заморожен. Но есть способ генерировать тепло, не зависящее от Солнца. И я сейчас проведу небольшой эксперимент, чтобы это показать. Орбита Европы вокруг Юпитера не идеально круглая, потому что спутники Ио, Европа и Ганимед находятся в орбитальной резонансной связи. Каждый раз, когда Ганимед делает один оборот, Европа делает 2, а Ио – 4. Это вызывает то, что Ио тянет Европу внутрь орбиты, а Ганимед – наружу, делая орбиту более эллиптической. Тяга Юпитера сильнее на близкой стороне орбиты, чем на дальней, поэтому Европа постоянно растягивается и сжимается. Это похоже на резиновый мяч, который нагревается при сжатии. Ученые считают, что трение, вызванное приливным изгибом всей Луны, создает достаточно тепла, чтобы удерживать океан жидким. Чем ближе к Юпитеру, тем сильнее этот эффект, поэтому Ио – самый вулканический спутник. Можно провести такой эксперимент с мячом. Чем сильнее его сожмешь, тем он станет теплее. И вот я сжимаю этот мяч, и он становится заметно горячее. Это подтверждает, что приливное трение способно генерировать тепло внутри Европы, что делает возможным существование жидкого океана. Температура этого океана зависит от его солености. Чем соленее, тем ниже температура плавления льда, и, возможно, он даже немного депрессирован ниже минус 160 градусов Цельсия. Что происходит при приливных деформациях? Аналогия с холодными океанами Земли. Если нет океана, Европа будет изгибаться всего примерно на метр. Но если внутри есть океан, то его изгиб достигает 30 метров, что очень заметно по гравитационным данным. Также по особенностям поверхности мы видим необычные дугообразные структуры, циклоиды, которые образуются при правильной скорости трещин, следящих за изменяющимся напряжением, вызванным сжатием Европы вокруг Юпитера. Если бы внутри не было океана, таких трещин не было бы достаточно для объяснения их появления, а наличие океана позволяет объяснить эти структуры. Кроме того, приливное трение поднимает магму из внешнего ядра к поверхности, что способствует геологической активности.
Почему же может существовать жизнь? Вода, протекающая через кору, нагревается, вытягивая минералы из грунта и выбрасывая их в океан. Там образуются гидротермальные источники, оазисы жизни, как на Земле. Там, где мы их нашли, мы обнаружили и живых организмов. Эти источники находятся за сотни метров под поверхностью, без доступа солнечного света, и служат пищей для океанской жизни, которая питается минералами, а не солнечной энергией. Как долго, по предполагаемым данным, существует океан на Европе? Может быть, около 4 миллиардов лет, но точных данных нет. Этот длительный период мог дать возможность развитию жизни. Организмы там могли использовать метан, углекислый газ, реакции с серой. Любые химические реакции, которые могут происходить в океане, могут служить источником энергии для живых существ. Мы говорим не о рыбах, китах или кальмарах, а о одноклеточных организмах. Ученые опасались, что на Европе может быть жизнь. И в 2003 году, когда миссия Галилео завершалась, ее специально сбросили в Юпитер, чтобы избежать риска загрязнения Европы. Но Клиппер не сможет прорубиться сквозь километры толстого льда, поэтому как мы собираемся искать признаки жизни? Как Европа Клайпер обнаружит ее подо льдом? Для этого используется, например, СНОД-бот – беспилотник с петри-кассетами на крыше, который летает сквозь брызги китов, собирая их слизь. Ученые используют этот принцип и для космических тел, на примере водяных гейзеров на Энцеладе, спутнике Сатурна, где есть подземный океан. Телескоп Хаббл зафиксировал возможные признаки таких гейзеров и на Европе. Мы надеемся, что Клиппер сможет пролететь через один из таких выбросов и определить их химический состав с помощью масс-спектрометра. Но доказательства наличия океана на Европе еще не окончательны. Энцелад кажется более вероятным кандидатом, потому что у нас есть реальные снимки его гейзеров, и мы даже летали через них. Почти на 100% уверены, что там есть подземный океан. Почему тогда Европа привлекает больше внимания? Потому что Европа, вероятно, более эволюционировавший и более длительно существующий источник потенциальной жизни. Также при сильном радиационном воздействии со стороны Юпитера Европа становится более привлекательной. Частички высокой скорости, ударяясь о ее поверхность, дают воду и углекислый газ достаточно энергии для формирования новых химических соединений, таких как формальдегид или перекись водорода, которые могут служить пищей для жизни. Есть также свидетельство того, что ледяная кора могла меняться и разрушаться в зонах хаоса, где материал пробивается внутрь корки, что создает дополнительные возможности для попадания топлива для жизни внутрь океана. Космический аппарат Клиппер даже не обязательно должен касаться поверхности, чтобы подтвердить наличие жизни. Он оснащен инфракрасным спектрометром, который поможет определить химический состав, и спектрографом ультрафиолетового излучения, чтобы искать гейзеры. Также планируется снимать почти всю поверхность Европы с разрешением лучше 100 метров на пиксель. Это позволит увидеть детали, как будто камера находится очень близко. Эти изображения помогут подготовиться к возможной миссии с посадкой, например, лунной станции, которая будет искать признаки жизни непосредственно на поверхности Европы. Вы думаете, что посадочный модуль мог бы выжить там? Исследования показывают, что он сможет находиться на поверхности около месяца, собирая образцы и анализируя их. Но Европа Клайпер не ограничится только спутниками Юпитера. Миссия Европейского космического агентства GUIC уже направляется к Юпитеру и пробудет там примерно 15 месяцев после Клиппер. Она тоже пролетит мимо Европы и после этого войдет в орбиту вокруг Ганимеда. Значит, в этом же районе одновременно будут работать
2 исследовательских аппарата. Это даст уникальную возможность совместных наблюдений и обмена данными, что значительно расширит наши знания. Запуск Europa Clipper планировался на 10 октября 2024 года, но НАСА ожидает, пока ураган Мильтон не пройдет Флориду, чтобы запуск был безопасным. Первые результаты можно ожидать примерно в 2030 году. Тогда начнут поступать отдаленные наблюдения, а к 2031 будут первые снимки высокого разрешения. После примерно 26 лет подготовки к миссии, как это ощущается? Очень необычно. Иногда мне кажется, что наш космический корабль уже там, в небе, на пути. В конце 1990-х годов на конференции по океанам Европы НАСА связалась по видеосвязи с Артуром Кларком, и он, наконец, разрешил посадку на Европу после того, как увидел планы будущей миссии. Миссия Европа Клиппер – отличный пример того, как можно достигать удивительных целей, работая вместе. Но я считаю, что важно не только для науки, но и для каждого из нас помнить, насколько мы можем влиять на мир. Это касается не только глобальных космических проектов, но и каждого человека в отдельности. Вы сами, возможно, способны сделать гораздо больше, чем думаете, чтобы сделать этот мир лучше.